Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы поговорим о подарках и поговорим о том, какие подарки вам нужно вынести в самое ближайшее время, потому что именно эти подарки несут нищету, болезни, проблемы, неприятности. Очень часто многие люди принимают подарки, даже не думают о том, что такое подарок может вам принести порчу, негатив, всевозможные проблемы. Поэтому давайте вместе с вами будем разбираться в этом вопросе более детально. Во-первых, сами пересмотрите видео, запишите, и если есть это у вас дома, обязательно вынесите это, очень важно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я привлекаю изобилие в свою жизнь, истина да будет так». Обязательно подписывайтесь на наш канал, у нас очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, друзья, подарки. И многие люди не думают о том, что от того или иного подарка могут быть определенные последствия. Дело в том, что когда мы видим о том, что нам преподносят подарок, мы как его принимаем? Мы всегда его принимаем с радостью, потому что когда мы принимаем подарок, мы, как правило, думаем о том, что этот человек по отношению к нам очень искренен. Мы друг друга уважаем, да, ценим, это близкие люди и так далее, но не подозреваем о том, что с ними можно принять порчу или негативную энергию. Что самое интересное, мы понимаем, да, мы изначально разграничиваем в своей жизни, кто является для нас недоброжелателем, сплетником, врагом, кого мы никогда не пригласим в дом, но в то же время мы не думаем о том, что всегда в нашем окружении, даже в самом близком окружении есть люди, которые нам могут завидовать. Недаром говорят о том, что предают именно самые близкие люди, потому что те, которые далеки от вас, как правило, им даже не интересна ваша жизнь. Ну, и бывает, конечно же, исключение из правил, но это больше исключение, чем правило. Поэтому нужно понимать о том, какие подарки все-таки не стоит принимать и как защищать себя и свой дом. Во-первых, какие никогда не стоит принимать подарки, это подарки от незнакомых или малознакомых людей. Даже если, как вы думаете, подарок выглядит безобидно, знаете, он может нести негативную энергию. Это касается и коллег, с которыми у вас нет близких отношений. Если вы вот прямо на интуитивном уровне чувствуете, что что-то не так, лучше отказаться от подарка. Бывает так, что вы работаете, ваша работа связана с людьми, и вам время от времени, условно, кто-то приносит какие-то подарки. Как правило, приносит подарки, да, в виде чего? Конфет, каких-то сладостей, фруктов и так далее, и так далее. Не несите это никогда к себе домой. Лучше это оставьте на работе или возьмите с собой и по дороге выбросите. Но ни в коем случае не кушайте, не принимайте это в свое тело, потому что вы в действительности не знаете, с какими помыслами человек вам это подарил. Вы знаете о том, что люди могут вам мило, красиво улыбаться, говорить добрые слова, а в этот момент проговаривать про себя определенные посылы, которые будут отправлены именно в ваш адрес. Поэтому, чтобы этого не было, 10 раз подумайте о том, стоит ли вам брать подарки от незнакомцев и малознакомых людей. Также, когда вы бываете в общественных местах, может быть такая ситуация быть, что вы где-то как паломник путешествуете, или вы зашли в церковь, и вам ни с того ни с сего дарят какой-то подарочек. При этом это, как правило, подарочек ни к чему не обязывающий, и это подарок, знаете, как бы пару копеек, как говорится, стоит. Но дело в том, что, как правило, когда передают порчу, делают определенные магические действия, изучается психология человека. То есть, чтобы человек при любой ситуации не смог отказать и обязательно взял такой подарок. Поэтому большая просьба, не ведитесь ни на что. Хотите что-то себе купить, заработайте, отложите, накопите деньги, но ни в коем случае не стоит брать, потому что последствия, при этом последствия бывают
бывает так, что они могут проявляться на следующий день, даже через 10 минут может проявиться. У вас начнет голова болеть, проблемы начнутся, и все, знаете, вот начнет как сыпаться в вашей жизни. И может коснуться и всех сфер жизни. Или это может произойти через полгода. Все зависит от того, насколько вы сильный по энергетике человек. Далее, никогда не берите подарки от родственников и друзей. Здесь нужно быть очень осторожными, особенно с теми родственниками, с теми людьми, с которыми вы не поддерживаете вот теплые родственные отношения. Это могут быть какие-то ваши дальние родственники или люди, с которыми вы, например, достаточно редко общаетесь. Также вас должно насторожить то, если, например, подарок приходит вам от людей, даже от ваших каких-то друзей, которые друзьями вы считали в прошлом, но жизнь вас раскинула по миру, с которыми у вас в какой-то последний момент какие-то напряженные отношения. Никогда не берите. Еще раз, скупой не знает, знаете, вот недаром наши предки говорили следующую фразу, да, следующую пословицу: скупой платит дважды. И все, что касается магии, все, что касается подкладов, человек, наверное, может иногда платить всей своей жизнью, потому что знаете, главное пробить правильно биополе человека и, знаете, как бы пустить вирус. Если у других людей получается, то в этом случае начинают и происходить определенные неполадки, возникают определенные проблемы. Поэтому, девочки, мальчики, не спешите. И вообще научите людей, что не стоит вам дарить подарки чуть ли не каждый день. Бывает так, что коллеги могут сделать вам подарок, то есть вы работаете в отделе, у вас несколько человек, и вы можете заметить, вы даже, кстати, на интуитивном уровне будете чувствовать, что вам подарили, но где-то есть подвох. И вот если вас вот это вызывает такое вот чувство, вы должны понять о том, что здесь что-то в действительности не так, и вам нужно в обязательном порядке остановиться и поразмыслить, а что же в действительности происходит. Какие еще предметы, подарки никогда вообще в руки не стоит брать. Во-первых, колющие, режущие предметы. Это касается и иголок, это нитки, ножницы. Да, бывает так, что человек, у него такое вот хобби, да, он занимается шитьем, кройкой, вязанием и так далее. И бывает так, что человек хочет вам купить, чтобы, знаете, как вам как будто бы как помочь. Но научите людей, что ваше хобби – это ваше хобби, и то, что вы покупаете, те какие-то инструменты, то это именно ваше право и ваш выбор. Лучше эти вот предметы вы должны покупать сами в свое удовольствие и так, как вы хотите, потому что через иголки, через нитки, ножницы передается очень сильный негатив, и потом от него очень сложно избавиться. Далее, иконы. Многие скажут, ну как же так, икона это вот такое вот святой предмет, и никак, вы знаете, есть люди, которые ради своих каких-то целей, черных намерений готовы пойти на все. Да, одно дело, когда ваша родная мама, с которой у вас добрые, хорошие отношения, или родная сестра, с которой у вас все прекрасно, все чудесно, и она где-то ездит по святым местам и решила и вам купить какую-то икону, потому что вот она именно ее притянула, заинтересовала. Это одно дело. Но другое дело, когда ваша коллега по работе или ваша соседка дарит вам иконы. Вне зависимости, эта икона будет самая дешевенькая или будет самая дорогая, неважно. Потому что все-таки запомните, когда человек сбрасывает с вот эту вот негативную программу, ему без разницы, кому это делать и как. А ваша задача не принимать. Далее, никогда не принимайте фотографии и предметы хендмейда. Дело в том, что это чужие фотографии, это не ваши фотографии. Бывает так, что даже дарят картины в виде фотографий, то, что где-то в интернете что-то известно стало или интересно на данном этапе. Вы хотите повесить какую-то фотографию большую со своей семьей, сделайте это сами, закажите, как вы хотите, в какой рамке вы хотите и так далее. Но ни в коем случае не стоит никакие фотографии никогда брать. Далее, предметы хендмейда. Вы должны понимать, что если вы не знаете автора вот этой вещи, этого предмета и так далее, и как вот он делает, потому что бывает так, что до смешного
вот сейчас, ввиду того, что вот настолько вот идет бум хендмейда, есть такие, что не просто на все перепродают хендмейд и начинают делать как бизнес. А вот тот человек, который действительно делает вот этот хендмейд, да, вот своими руками, и он получает за это копейки, а хотя у него может быть какие-то проблемы, ситуации, над ним, как знаете, нельзя за что издеваются, но это ему в какой-то момент перестает приносить удовольствие. Почему? Потому что у него есть контракт, и он должен его выполнить. Поэтому, если вы знаете, что автор действительно позитивный человек, у него в жизни все прекрасно, у него все чудесно, с семьей, с деньгами и так далее, то, конечно, такой подарок вам будет в радость. Но если вы не знаете автора, 10 раз подумайте о том, стоит ли вам такой подарок принимать. Какие еще подарки не стоит принимать? Это антиквариаты и какие-то старинные вещи. Никогда это не принимайте, пока то есть вы должны знать историю, потому что очень часто антиквариат – это вещи, которые или передаются, или старинные вещи, это передаются из поколения в поколение, это где-то кто-то забыл, или бывает так, что какие-то дорогие достаточно украшения и вам дарят. Но дело в том, что вы не знаете, какой путь они изначально прошли, потому что вы знаете, что были определенные события в наших странах, и люди много чего потеряли. Они плакали за то, что они потеряли свои какие-то драгоценности, свой какой-то быт, богатство и так далее. И они даже, может быть, проклинали эти старинные вещи, особенно там зеркала любят покупать, какие-то украшения, какие-то сундучки и так далее. Подумайте, да, если вы любите антиквариат, но смотрите еще какой момент. Есть люди, которые любят действительно антиквариат, вот настоящие, те, кто увлекается, но они никогда это не держат в доме или в квартире. У них для этого есть своя определенная студия, где они выкупают, но это у них свой бизнес, вы должны это понимать. То есть они понимают грань между личное и бизнес, и что-то себя представляет антиквариат. Даже фильмы, вот посмотрите, какие-то мистические фильмы, откуда приходит этот негатив, с какого-то антиквариата, с каких-то старых вещей и так далее, и так далее. Подумайте. Далее, предметы со святых мест. Да, одно дело, когда вы, например, сами были в каких-то святых местах и купили их, а другое дело, когда вам кто-то привез, и вы не знаете вообще, откуда это пришла вещь и так далее. Кроме того, когда вы бываете в святых местах, всегда старайтесь, даже не старайтесь, а вот такой вот совет, рекомендация, всегда покупайте только в церковных лавках, именно при церкви, именно при храмах, при монастырях, если есть, то есть потому что там совсем другие правила, и там вы никогда не подцепите никакой негатив в свою жизнь. Здесь это очень важно осознавать и понимать. Бывает так, что какие-то ярмарки бывают, да, и люди продают то, что они сами производят. Да, пожалуйста, но если где-то что-то целенаправленно вам предлагают, при этом вы понимаете, что это или дорого, или что-то не то, подумайте 10 раз, потому что потом, впоследствии, вы сами пишете в комментариях, что «а я вот это приняла подарок, а я-то вот это, а я вот так, а теперь 10 лет мучаюсь и не знаю, что мне делать». То есть вы сами осознаете и понимаете, что такие подарки никогда не стоит принимать. И теперь давайте поговорим о том, что делать с теми подарками, которые вот вы приняли, но вы на интуитивном уровне поняли, что это подарок очень опасный для вас. Во-первых, не вскрывайте этот подарок и ни в коем случае его не используйте. Ваша задача как можно быстрее вынести его из дома, вынести из своей квартиры. Вообще лучше, например, когда вам дарят коллеги что-то, либо на работе, или кто-то вне вашего дома, то если вы вот на интуитивном уровне вы прочувствовали, что что-то не так, да, как, знаете, как что-то ёкнуло у вас в сердце, то ни в коем случае не несите эту вещь. Лучше где-то оставьте, бросьте, выбросьте в мусорку, но не несите в свой дом. Конечно же, лучше всего такие подарки именно сжигать, огнем сжигать, потому что такая стихия огня нейтрализует негативную энергию. Даже если это ножницы, все равно пусть они прожарятся, потому что стихия огня, вы знаете, огонь — это достаточно такая
такая сильная энергия, сильная стихия. И, то есть, конечно же, например, то, что из железа, оно не сгорит априори, но в любом случае оно получит именно огонь. Это очень сильная энергия. Если мы говорим с вами об иконах, которые вам подарили, но вот вы чувствуете на интуитивном уровне, что это не ваш подарок, тогда отнесите в храм или в церковь. И вы знаете, батюшки, они на интуитивном уровне прочувствуют, что делать с этой иконой или с таким вот святым подарком. Не надо объяснять, что вот мне просто скажите, я вот хочу отдать, подарить, и этого будет достаточно. Вот такие, друзья, хотели дать вам советы, рекомендации. Вообще будьте внимательны очень подаркам, которые вы принимаете. Если вы вот хоть малейшее есть какое-то сомнение, отказывайтесь. Помните, что подарки несут не только радость, но и негативную энергию. Будьте бдительны и защищайте свой дом и себя от возможных неприятностей. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожными. Знаете, лучше просмотреть, лучше проанализировать, лучше дать паузу, но ни в коем случае потом не нести вот этот чужой чей-то крест. У вас свои, возможно, есть какие-то нюансы в семье, и вам приходится еще и с другими людьми, будем так говорить, нести чужой крест. Надо это вам точно нет. Так что, друзья, думайте об этом, и мы надеемся, что именно эти советы и эти рекомендации обязательно вам поможет. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также, друзья, напишите, возможно, у вас были такие ситуации, и вы прямо чувствовали на интуитивном уровне, что что-то не так в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.